Арсений Турбин – один из самых юных политических заключенных. На момент ареста Арсению было 15 лет. Проблемы начались 29 августа 2023 года. К нам пришли сотрудники ФСБ около 6 утра. Они толком ничего не говорили. Они провели осмотр, все проверили в квартире. Ничего не нашли. Забрали планшет, телефон и ноутбук и ушли. А на следующий день они нас вызывают на опрос в отделение. Ты сам все это изучал, да? Так, сидел дома, размышлял, да? Молодец, так размышляешь. Вот получается, как ты назвал, легион? Свобода России. А ты, получается, как бы подписан. Да, но я в этом не участвую. Не, мы тут с тобой просто общаемся, я же не говорю, что ты участвуешь. А как туда вступить? И потом они нам распечатывают протокол опроса. Арсений сразу говорит: ошибки в фамилии. Сейчас исправим. Потом принтер не работает, отправим в другой кабинет. Там опять была ошибка. Они распечатывают еще раз. Мы уже не читаем, мы проверяем чисто ошибки фамилии и подписываем. Там было допечатано предложение, якобы Арсений говорит, что он направил им анкету и выполнял поручение. А такого не было. И вот именно с этой фразы было возбуждено уголовное дело. Одноклассники начали дразнить, травили. Арсений выходит из школы, его ждут ребята на выходе. Арсений от них побежал через двор, они его там окружили, начали закидывать снегом, заваливать. Но их 11, а он один. И он вырвался, забежал в подъезд, начал звонить по квартирам и просить помощи. Сразу после приговора 20 июня его привезли в СИЗО и поместили в плохую камеру. С очень жестокими подростками, они его били. Потом в колонии издевались над ним. Сейчас он в одиночной камере. Ему не надо никого бояться, ни под кого подстраиваться. Ему интересно с самим собой. Он читает книги из библиотеки. Я книгу ему отправила и себе купила. Павел Флоренский, биография. Он был приговорен к высшей мере наказания, был расстрелян в 1937-м. С ним был 15-летний Юрий Чирков там, на Соловках. Сидел. Я передала туда учебники по истории, записки из «Мертвого дома» Достоевского, «Воскресенье» Толстого, «Мастера и Маргариту». У них не было ничего на английском, так что я передала им большой словарь в 350 тысяч слов и учебник по английской грамматике.